Девочки, сегодня будет влог разочарования, как я, в общем, решила пойти обучиться на перманентный макияж. И какая хрень из этого вышла. Смотрите. Ну что, девочки? Доброе утро. В общем, на часах сейчас у нас 7 утра. Я встала сегодня очень рано. А все потому, что сегодня я наконец-то еду осуществлять свою мечту и беру вас с собой. Сейчас я вам расскажу, где я взяла на это денег. Короче, я уже себе сейчас буду делать кофе. Вот, достала молоко. Вот. Ой, господи. Дома я пила типа такой капсульный кофе, но тут, короче, только растворимый есть. В общем, девочки, я устроилась в супермаркет на раскладку товара без знания языка. Вот это популярная сеть супермаркетов в Польше. И я отработала 2,5 недели и взяла перерыв на 3 дня. Вот, ну, получила уже, короче, аванс. И сейчас, сегодня я еду на обучение. Вот, обучение достаточно дорогое, но это мечта, которую я давно хотела, но не решалась осуществить. В общем, сегодня я иду учиться на перманентный макияж. В общем, курсы достаточно дорогие. Вот, но мне их удалось оплатить с вот этой вот отработки за 2,5 недели, плюс денежки, которые у меня там есть с Ютуба. Вот, с этой мизерной монетизацией, но тем не менее. И потом я еще буду отрабатывать, ну, дальше типа работать в супермаркете, параллельно покупать уже оборудование. Вот, поэтому беру вас с собой. Угу. Ровненько в камеру. Так. Открывайте. И откройте. Ну что, девочки, первая часть обучения прошла. Мы там на латексе типа тренируемся, типа штрихи это делать. Сказать, что у меня что-то получается, я не могу, потому что пока что ничего особо не получается. Вот. Очень тяжело, у меня болит рука. Ну, наверное, это нормально. В общем, ну, что-то получается, но что-то нет. Короче, 20% что-то получается. Вот, рука болит безумно. И, в общем, я сейчас в центре города, и будет перерыв. Вот, единственное, что я надеюсь, что у меня будет получаться, это рисовать красиво форму бровей. Вот, но пока что, короче, у меня вот такая вот ситуация без этого, без фанатизма. Вот. Поэтому я не знаю, как, что будет. Я честно вам скажу, думала, что как-то все это легче проходит. В общем, сейчас иду, короче, что-нибудь купить, перекусить. Вот, и в целом подышать, знаете, типа спокойно, свежим воздухом. Тут вообще у людей у всех, знаете, своя жизнь. Сегодня первый день лета, тепло. Мне сказали, тут какой-то магазин есть. Бар недорогой. Короче, сейчас буду искать. Короче, девочка взяла нечто такое, которое называется лазанья. Я не знаю, с чем она, но вроде как только с овощами. И у меня спрашивали миллионы разных видов соусов, которых я хочу. Но я не знаю, я не поняла. В общем, единственное, я поняла, что грибной. И взяла грибной соус. Короче, пока что не знаю. Я думаю, что меня многие девчонки поддержат. Пока что мне как-то совсем тяжело. Вот, но кое-что получается. Более того, мне это супер-супер интересно. Вот, но пока что очень-очень страшно. Вот. И плюс то, что мастер мне даст машинку домой, короче, я надеюсь, латекс, и я смогу типа отрабатывать. Вот, именно на латексе штрихи, потому что пока что до общего какого-то, знаете, знаменателя
Вот до того, пока ты к моделям приступишь, нужно научиться это на латексе делать. Я это все, конечно, понимаю. Обучение будет длиться 3 дня. Вот, по поводу брендов пигментов, на которых я буду работать, я еще типа сама не поняла, потому что отрабатываем мы на одних, а клиентам типа будем делать другие пигменты. Вот. Ну, я так понимаю, что тут суть вообще типа в том, что мастеру, который обучается, она мне просто скажет с теми, которые она типа работает, и я вот их типа смогу закупить. Вот, больше здесь закупить вообще практически негде эти пигменты, и мне придется типа покупать это все с Украины, но мастер мне сказала, что она возит типа это с Украины, поэтому я уже типа смогу заказать. Вот, потому что тут очень-очень тяжело с, ну, вообще, типа, закупкой всех этих материалов. Вот, ну, я, конечно, пока что, ну, мне кажется, что все очень тяжело, что все непросто, что столько миллионов нюансов. Вот, ну, по колористике, понятное дело, у меня там не было вопросов, потому что я, ну, подобная колористика, вот, и в целом она в перманентном макияже, она, как мне объяснили, она не шибко нужна, потому что в целом в 90% случаев мы работаем холодными, ой, не холодными, а теплыми пигментами. Вот, поэтому сейчас буду кушать и дальше смотреть. Девочки, в общем, это первая модель, которую делал мастер и показывал. Девочка пришла с татуажем. Мастер ей нарисовала форму, в общем, по старому почти татуажу, и показывала, как это делать. В общем, единственное, что меня смутило, не знаю, несколько раз спрашивала про стерилизацию. Скажем так, перчатки типа просто попшикали специальным раствором. И машинка как бы была обмотана, и все. Меня вообще просто это поразило, потому что меня очень смутило вытирание о ватку иглы. В общем, носика вообще самой машинки, тату-машинки, не знаю. Меня это как-то очень смутило. Я спросила, и, ну, типа, мастер мне сказала, что вроде как это нормально. Вот, но я спросила у Наташи. Наташа говорит, что во время татуировок так не делают. Может быть, здесь поверхностное какое-то, типа, такое нанесение. В общем, вот результат, эти брови. В целом, мне не очень близка форма, но это делалось по старому татуажу. Вот, но это делал полностью мастер. Не знаю, девочки, напишите, что вы думаете. И дальше еще там было небольшое обучение. Короче, девочки, хотела еще ответить на, наверное, самый популярный вопрос, который в целом, типа, будет. После просмотра этого видео, почему я решила пойти обучаться на перманентный макияж. Во-первых, мне давно эта тема была интересна, особенно после того, как они неудачно сделали брови. Вот, и я там стала смотреть инстаграмы разных мастеров и так далее. Вот, и мне в целом, знаете, как бы захотелось самой научиться, вот, но в Киеве я как-то была совершенно загружена клиентами и так далее, вот, а здесь в целом я, когда приехала в Польшу, увидела, что перманент, он супер много стоит по сравнению с Украиной, ну, почти в 2 раза, да, типа у мастеров такие, которые давно практикуют, вот, а у новичков стоит дороже, чем в Украине, у новичков, девочки, вот, то есть это около 1500, 2000 гривен, вот, и я решила, что в целом это, знаете, какой-то знак свыше, что мне надо пойти обучиться на перманент, вот, и в целом, знаете, когда-то мне хотелось стать мастером вот по волосам, который, ну, там, знаете, не будет портить, волосы будет щадяще относиться к клиенту. Теперь я хочу стать таким мастером по перманентам. По поводу волос, естественно, я эту историю не бросаю, вот, просто сейчас мне захотелось вот стать мастером перманентного макияжа, потому что меня супер интересует эта тема, плюс она достаточно доходная здесь. В Польше вообще, типа, девочки, я видела топовые мастера. Ну, вот у нас в Киеве топовые мастера, знаете, там 4-5 тысяч гривен брали. Здесь топовые мастера, но, типа, глядя на работу, я бы не пошла к такому мастеру. Тем не менее, берут, простите, по 800, по 900 злотых. Это там 6-7 тысяч гривен. Ну, немножко меньше.
Вот. Плюс, что мне нравится в перманентном макияже, что ты один раз закупаешь расходники, это все у тебя этого недолго достаточно хватает. То есть это не такая история с парикмахерской деятельностью, в которой ты там, ну, короче, каждый месяц закупаешь на большую сумму расходников. Вот, красок и так далее. Здесь как бы с расходниками все намного меньше. Вот, но я не знаю, мне преподаватель посоветовала, сказала, что она может и меня все закупить, и это будет стоить 600 евро. Я посмотрела цены на эти машинки. Сама машинка без блока стоит 2500, 2600, 2700 гривен. Ну, это самое дорогое. Сам блок еще стоит, ну, там, я не знаю, от 1500 до 2000. То есть это 5000 гривен на круг с машинкой. Плюс типа пигменты. Да, пигменты собираюсь закупать хорошие, пигменты фирмы Viva. Вот, они, ну, просто в рознице не стоят по 500 гривен. Вот, мастер говорит, что мне надо 12 пигментов, но не знаю, я думаю, что мне нужно меньше. Вот, у нее там очень мало пигментов на брови, буквально 3, все они темные, и этим делаются блондинка, мне это не очень понравилось, вот. Но я закуплю все абсолютно светлые, потому что большинство девочек, на которых я рассчитываю, которые будут ходить ко мне, это все-таки девочки с светлыми волосами, там, с русами, с блондом, девочки, ну, там, славянской внешности, вот, поэтому у меня будет куча светлых пигментов, никаких темных, вот, не будет. Вот, девочки, поэтому я кратенько ответила, надеюсь, на ваши вопросы. Сейчас снова собираюсь на обучение, вот, тренируюсь. Вчера полвечера на латексе тренировала брови, такие, как мне... Ой, господи, Фред. Такие, как мне нравится. Фред только что, видите, ноутбук повалил. Вот, и... В общем, девочки, буду вас держать в курсе. Девочки, по результатам, типа, первого дня, честно, я вам скажу, но... Не знаю, у меня такое ощущение, что ко мне как-то, знаете, после того, как я заплатила деньги, отдала сразу за весь курс, ко мне как бы интерес был как бы, ну, типа, почти утерян. Вот, и более того, меня очень сильно смущает, это я уже в интернете посмотрела, что, да, типа, у мастера было 4 машинки на выбор, но она мне абсолютно не объяснила разницу между короткоходом и длинноходом, как выбирать машинки. В общем, она только предложила привезти материалы из Украины, типа, вместе, короче, что она едет в Украину, там закупит материалы. В общем, стоимость материалов, типа, 600 евро, но, типа, я спросила, какая там машинка, какое что, она говорит, ну, типа, не переживай, короче, я тебе, короче, закуплю, будешь работать. Но я посмотрела машинку МАЗ, допустим, она на Алиэкспрессе стоит $100. К ней вот этот вот, как бы, блочок сам с пунктом управления сенсорный, короче, он еще $100 стоит. Как бы пигменты стоят по 500 гривен штучка, по 20 чем-то долларов. Я просто не поняла, даже, окей, если мы возьмем 10 пигментов, как бы, да, которые она говорит, что нужно взять, хотя мне кажется, что это много для начала. Как бы я не поняла, откуда сумма в $600, тем более, что в Украине у нас супер вырос курс. Это первый момент, что меня очень смутило, что мне как бы не рассказали, что мне закупать. Следующий нюанс, она просто скинула список того, что нужно. Там это мыло. Следующий нюанс меня сильно смутила вот эта типа ситуация со стерилизацией, что типа с вытиранием. Не знаю, девочки. Может, это на мой непрофессиональный взгляд, но типа вытирать ваткой, которая находится в тату-мыле, вот эту сам носик. Вот, плюс после одевания перчаток, как бы их один раз типа стерилизуют и все, но машинка же кладется на коврик, он же не стерильный. Не знаю, короче, меня вот этот момент смутил, но может быть все тату-мастера так работают. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Следующий нюанс по поводу построения формы. Я шла конкретно с запросом по поводу там инстаграм формы, такая, ну типа прямые брови, как ее строить. Мастер мне не объяснила, то есть она мне объяснила вот эту стандартную форму по поводу черчения. Вот типа центр находишь, вот тут начало брови, и сюда вот тут вот апекс, который строится через вот там глазик.
Но из того, что я смотрела по макияжу, да, вы знаете, я люблю такое смотреть, что, блин, по-моему, я у Наталины это видела, что это немножко уже устаревшая типа тема, сейчас уже так брови не строят. Не знаю, может, это в макияже, в перманентном макияже строят. Меня это сильно смутило, и в целом я вообще не поняла, что это было. Вот. И такой еще нюанс, что в целом, типа, на мои какие-то вопросы, да, там, в тот день, когда мастер, ну, она там не занята ничем, да, или я там что-то делаю, отрабатываю, она сидит в телефоне. То есть мне приходится ее постоянно, ну, я не знаю, сколько за день, постоянно ее дергать и говорить как я выбирала студию для обучения. Студию для обучения я выбирала просто в Киеве, я знаю, есть пудра ПМ, вот, и вроде как у них здесь мастер работает. И мне нравились их как бы работы, все, но как бы к студии у меня никаких претензий нет, потому что меня же не студия обучает, меня обучает мастер. Пока что, девочки, честно вам скажу, мне не нравится. Мне не нравится сам подход, мне не нравится, что это как-то так поверхностно, что это как-то не глубоко. Я не знаю, может, для работы это не нужно, но это важная какая-то информация по поводу того, как выбрать машинку, на что обратить внимание. По поводу игл, есть типа одна игла, вот ее бери. Хотя в методичке там есть иглы такие с 3 точками, вот такие вот. Вот, и мне не очень нравится в целом как бы коммуникация, скажем так. Такое, честно вам скажу, такое. Вот, плюс меня еще сильно, типа, смутило то, что, не знаю, может быть, татуаж так и нужен на этой девочке, так он выглядит, да, легенько, но остальные татуаж, ну, он, типа, плотняком выглядит, не знаю, вот мне кажется, что оно прям такое плотное будет по заживлению, а вот современные какие-то работы, которые я видела, там больше как бы пиксели такие, легкое напыление, как тень. Не знаю, девочки, что оно такое. Может быть, я зря это сделала. Не знаю, вот я первый день, и у меня уже куча типа сомнений в правильности этого действия.